Привет, народ! Всех приветствую! Наступил у нас четверг, 26 января. Недолго получилось побыть дома. В связи с тем, что получили вторую новую машину мы. Вот. И просто тупо меня пока неким менять. Олег напарник на старой, еще в рейсе. Во вторник разгрузился в Белгороде. До сих пор стоит в Орле. Правда, уже груженный возле Орла. Ну а вот она, наша вторая. Тот же самый Кёгель, того же года выпуска машина. То есть одной и той же партии, что и та. Это уже Андрюха приехал с Москвы. Завтра будет выезжать на Чехию с Францией. Вот. Единственное, в чем загвоздка, вернее не загвоздка, а отличие, это в установке, в рефе, вернее. Здесь реф двухсекционный. Что это такое, как это работает, еще пока толком даже сказать не могу. Ну, как-то можно вести в разных температурных режимах грузы. Как это выглядит, не имею ни малейшего понятия, ни разу не возил. Ну, к тому времени, как мне на ней ехать, я думаю, Андрюха разберется. Надо. Вот. Так что у нас теперь две новых кормилицы. Главное, что теперь они нас кормили. Ну, а я сейчас пойду за бумажками, выпишу путевку. Ну и буду выдвигаться. Залью отблю. Поеду со своей пшеницей в Нидерланды, на Голландию. Ну что, добрый путь. Ну что, вот покидаю Минск. Минск покидаю не в сторону Бреста, как обычно. А в данный момент еду в сторону Гродно, Вильнюса. Так как идем на Литву. Заходить в Евросоюз будем через Литву. Через Литву у нас с Белоруссии 4 грузовых перехода. Центральный, это который вот на Вильнюсе, Каменный Лог. Севернее есть Котловка. Ну, это я название со стороны Беларуси. Потом южнее Пенекони, куда мы едем. Ну и еще южнее, возле Гродно, есть Привалка. На Каменной Привалке я был.
Беняконе еду первый раз. Поэтому... Внимание, водитель. На 16. Как будем опять изучать что-то новое. Чего через Литву? Потому что с полными баками. Через Польшу можно заходить 600 литров вход на тягаче и 200 под рефом. В Литву, Латвию, Эстонию можно с полными баками. У меня будет еще перед границей, я дольюсь на Газпроме, и у меня будет тонна 250 на тягаче и 200 литров под рефом. Получается вот на 600 литров больше. Сюда длиннее через Литву, конечно, километраж побольше получается. Ну, в принципе, не на очень много, особенно если через Привалку идешь, что там километров на 150, но сюда на Беняконе побольше. Чего Беняконе? Потому что пшеница, это нужно ветеринарное оформление, в общем, всех врачей. Как всегда, проходить придется опять и там побегать по границе, по литовской. Вот. Такие планы. На Литву, что плохо, что всегда колейки на границе. В Каменном Лагу, это центральном переходе, там по жизни колейки. Там только может после Нового года не быть колеек, а так там всегда куча машин стоит. Ну и на этих переходах попроще, конечно. Ну вот сегодня я смотрел, сейчас 5 часов 26 времени. 12 часов дня я смотрел, колейки не было на границе. Доедем, посмотрим, что там будет. Ехать тут не так далеко. Вот сейчас 176 километров мне показывает до границы. То есть здесь поближе, чем через Брест. 200 километров от базы выбивало, 203. Выгоднее сюда, конечно, заходить, хоть оплата литовских дорог там надо будет оплачивать, километраж больше солярки сожгешь, дозвол литовский нужно полить. Все равно на российском топливе, можно сказать, на нем выгодно ехать. Вот как-то так. Вот и все пока рассказал. Ну что, держим путь на Беняконе. Сейчас доедем до Воложина. Перед Воложином уйдем в сторону Ивья, на Литу. В общем, короче, тут сейчас козьими тропами опять будем ползать. Полицаи наши кого-то обелетили уже. Любители. Все, рулим на Беняконе. Я не знаю, что там будет за переход, конечно. Но еду я такими дремучими дорогами. Что давно я в таких местах не бывал. В родной Беларуси. Как бы до перехода осталось 20 километров. Дикими деревнями, по лесам, чуть ли не по гравейке.
эту железку уже 3 раза до этого переезжал. Вот сейчас 4-й будет. Туда-сюда через нее прыгаю. Тут что-то. Коллега что-то тут делал. Вот, так что даже и не могу и представить. Еще и снежок пошел. Сейчас доедем, увидим. Вот, заехал, дозаправился на Газпроме. Полные баки. И, в принципе, сразу же выезжаю в Колейку. Тут уже Колейка напротив. Вот уже стоят, я занял Колейку, сходил. И сейчас вот в нее же и становлюсь. А ты откуда тут взялся? В общем, уже 6 часов утра. Вот уже больше 9 часов. Я только стою на выезд от белорусов к литовцам. Вот первый. Вот там уже литовцы. Нейтралка забита. Тадутики. Вот. Всю ночь. И осталось времени рабочего часа полтора. Долго все здесь, очень долго, все медленно. Кто не работает? Ну, литовцы по ходу. Ой. Придется чип портить. Никуда не денешься. Когда еще их пройдешь, ой, тут обед настанет, наверное. Колейку становился те, кто постоянно ездит, сказали, что к утру пройдем. Всех. И они ошиблись. Катастрофа с этой границей. Народ, это катастрофа. И вот я стою на литовской стороне уже 12 часов. Вот тут слева машины заезжают. Один ряд, тот левый, это груженый. Вот это, который рядом со мной, это порожний. А я стою в сторонке. Меня арестовало. Ночная смена утром. Ну вот. И вот дневная продержала день. И вот уже сейчас только дали добро. Разрешили мне въезжать на территорию Евросоюза. Сейчас буду переезжать в тот ряд. Буду пытаться оформиться. Выйду тогда. Тогда расскажу, что и как. Кошмар. Вот стало в ряд. Запустили меня здесь. Сейчас буду пытаться прорваться по новой. Ну вот, только выехал с границы. Welcome, Литва.
Больше суток занял проход у меня. Сейчас вот уже иду в сторону Вильнюса. И там со стороны Вильнюса пойдем в сторону Польши. А в чем косяк? А косяк получился в том, что товарищ, который до нас ездил пару месяцев назад, номер потерял на прицепе в Германии. Ну и без него выехал, соответственно. И это пометили погранцы польские. Ну и он еще и полицию вызывал. Думал, что у него украли. Вот. Поехал потом он в Казахстан. Машину не переоформляли, а восстановили номер. Ну, официально все через ГАИ, через заявление. Вот. Но у них здесь в компьютере висит, что номер в поиске. Поляков, вернее, через поляков мы 2 раза ездили. 2 раза мозг выносили Олегу и мне. Но последний раз, когда я заезжал, польский пограничник меня как бы вынес из компьютера. Потому что уже потом при возврате никто ничего не говорил. Но с польской-то убрали, хотя база у них, по идее, единая, а с литовской-то нет. Поверните направо. И все, литовцы меня Поверните направо. утром. Я не знаю, куда она хочет ехать, правда. Проедьте 17 километров. По идее, говорит, мы должны вас арестовать. Ну как арестовать? Ну что арестовать? Ваш номер числится в поиске. Вы едете уже с номером. Какая-то бумага есть на этот номер, что у вас его восстановили? Я говорю, нет. По идее, мы должны у вас этот номер забрать, а без номера мы вас спустить не можем. Короче, поставили меня как бы там за сетку. Ну, не за сетку, там вот в сторонку. Ну, а мои что? Прислали бумагу, что они подавали заявление в ГАИ в Рудном. На утерю номера, на восстановление, вернее. Вот они сегодня целый день делали запросы в Вильнюс, и Вильнюс думал, пускать меня сюда или не впускать. Потом, правда, уже после обеда пришел, говорит, все, можете заезжать, но вам нужно с собой возить документ, чтобы вам дали официальный с ГАИ, что вам выдали новый номер. Ну, как мне мои сказали, что ГАИ в Рудном такого документа не выдает. Короче, не знаю, что будет дальше. Это сейчас каждый раз на въезде будет такой геморрой или что. Ну, в общем, получился такой косяк. Ну, когда он мне уже пришел, документы отдал, я говорю, слушайте, ну, осталось 3 часа, и у меня 9 часов паузы получится. Мне разрешили уже достоять эту 9-ку. Ну, вот, оформился, вот, еду. Вот такая вот история. И чип вчера спортил под утро уже, пока они тут решали, что делать, арестовывать или задерживать, вернее, или отпускать. Короче, когда уже ставили в сторону, чтобы как бы задерживать, у меня уже был лимит времени. Общий лимит времени превышен.
Ну, распечатку сделал. Вариантов нет. Все, еду. Потерял времени до хрена. Были планы заехать на сервис, Вы превышаете допустимую скорость. сделать плановое ТО на 60 тысяч. Звонил механикам, запиши на субботу, на завтра. Сегодня пятница. На завтра Вы Белосток на Сканию. скорость. Он мне сказал, что там в живой очереди даже места нету. Ну, то есть очень много работы. На обратном пути, в общем, будем заезжать на сервис. Хотя уже перепробежали 1700. Будет перепробег. Вот такие вот дела. Ну все, держим путь на Вильнюс. А там с Вильнюса пойдем в сторону Польши. Отмучились границу, надо поработать. Рада ночь получится работать, день спать. И остановочку там на границе, что слышно? Сейчас, секунду. Перед границей там таможенники вроде стояли, а так машины 3, наверное, было 4 на заезд. Спасибо, дружище. Давили, совсем чистенько было, удачи. Счастливо. Все, с Богом. Так, Вильнюс прямо. А нам теперь нужно На уходить следующем повороте налево в сторону поверните Каунаса. налево. На следующем повороте поверните налево. Сам Вильнюс нам не надо. Пока. Вот поэтому идем пока на Каунас. Доедьте 8,2 километра. Погода паскудная. Я приболел немного, чувствую. Такое состояние. Нестояние. Температуры нету, вроде как и особо и соплей нету, и кашля нету, но паскудно себя чувствую. И тут вон мерзость. 0, дождик. Ну а это мы уже в Вильнюсе. Получается, тут как бы край цепляешь. Я здесь крайне редко езжу, поэтому ни черта не помню. Последний раз в Литве был, может, лет 5 назад. Тогда в Эстонии выгружался в Таллине и потом в Клайпеде грузился. Вы превышаете допустимую скорость. Поэтому, можно сказать, сам для себя все открываю. Ну вот выходил сюда на автобанчик, так получается, с той дорожки. Такой подъемчик крутоватый с поворотом. Песочек, как у нас. Через 800 метров держаться правее. Еще не соль, а песочек. Так. Нет, нам тут походу прямо. Нам на Гродно не надо. Мы
идем пока на Каунас. Через 100 метров держитесь правее. Через Трускиненкай 50 метров это держитесь правее. Вы превышаете допустимую скорость. на Привалку, если на переход.